Вы же не думали, что я шутил, когда говорил, что буду делать отдельный обзор на Артема Дзюбу в eFootball 2023? Потому что смешки с мешками, но скоро Александр Кокорин пропадет из игры, и, соответственно, из наших составов тоже. Поэтому ему нужна здоровая замена. И этой самой заменой может стать Артем Дзюба, который не так давно объявился в базе данных игры. Поэтому в рамках сегодняшнего ролика предлагаю заценить его поподробнее. Я его приобрел, прокачал и затестил в большинстве матчей. Что он себя представляет, достойна ли эта замена Кокорину и в целом не теряется ли он на фоне других более топовых футболистов, скажем так. Сегодня и узнаем. Поддержите это видео лайком, не забывайте делиться своим мнением в комментариях и обязательно подписывайтесь на этот канал, если находитесь здесь впервые. Артем Дзюба в eFootball представлен в турецком клубе Адана Демирспор. Ему 33 года, рост составляет 196 см и вес в 97 кг. Что делает его достаточно фактурным, крупным форвардом. Поэтому Дзюбу можно назвать форвардом типа Холланда, Левандовского, ну или на крайний случай Бензема. Хотя Бензема будет немножко полегче, нежели наш Артем, но схожий тип все-таки присутствует, назовем это так. Это подчеркивается и стилем Артема, который представлен как таранный форвард, на которого стоит играть верхом, что и подтверждает его скиллы в качестве верхового главенства. Касаемо других навыков, у него присутствует удар с подсечкой, игра пяткой, удар без обработки, пас в касание, пасы в разрез, штатный пенальтист, хитрость и способности капитана. То есть автоматом, если вы поставите его в состав, то скорее всего он будет капитаном вашей команды. Если, конечно, в команде не найдется еще один игрок с похожим навыком. В игре Артем имеет около 25 уровней, может плюс, может быть минус. И соответственно на его прокачку уделяется около 40 поинтов. Таким образом, вы сможете докачать его до 87-88 в пункте общего рейтинга. И если прокачаете полное соответствие стилю, скорее всего, он будет 89 и 90 в вашем составе. Соответственно, исходя из физических данных Артема, можно отметить, что он очень даже устойчив при толчках, отлично играет головой и очень неплохо смотрится в атаке. У него уделяются скиллы умения атаковать и та же самая реализация, то есть не самые худшие среди нападающих, были намного скромнее. Стоит отметить, что Артем Дзюба играет точно так, как вы этого и ожидаете, то есть это фактурный форвард, который отлично действует в штрафной. На подыгрыше он немножко скромнее, нежели тот же Кокорин, ну или любой другой нападающий, который чуть поменьше, скажем так. То есть Артем Дзюба зачастую может плохо сыграть в подыгрыше, потому что он какой-то деревянный, несмотря на его навыки пасов. Во время передачи перед штрафной он может отдать корявую передачу или вовсе потерять мяч, но если вы будете простреливать на него в штрафную, будь то заброс или просто прострел низом, то Артем наверняка найдет мяч и наверняка его замкнет, что безусловно является его плюсом. Как я упоминал ранее, исходя из роста Дзюбы, он зачастую выигрывает вверх для вашей команды, то есть это по сути как Холланд или Криштиану, на которого постоянно забрасывают. 90% верховой борьбы будет именно за ним, а вот уже кому достанется мяч по итогу, это вопрос другой. Потому что нередко Артем Дзюба выигрывает вверх, но поддержки рядом не оказывается, и вы банально теряете мяч. Но если же вы подаете в штрафную во время своей атаки, то навешивайте на Дзюбу, мяч всегда его найдет, даже если сам Артем окружен соперниками. Если же сравнивать Артема с Кокорином, то это в принципе схожий нападающий по части реализации, но по части подыгрыша немножко разные форварды, потому что Кокорин не только забивает, но еще и может отдать. Артем Дзюба в этом плане немножко поскромнее. Да, он может выдать неплохую передачу, которая может перейти в ассист, но опять же, иногда атаки через него застопоряются, то есть он не успеет развернуться, отдаст корявую передачу, и вы потеряете мяч перед штрафной соперника. В игре Артем представлен в качестве 4-звездочного футболиста, за него вам придется отдать целых 51 тысячу гпшек, но поверьте, как игрок запаса, если у вас есть топовые форварды, он очень даже подойдет. Если вы поклонник бич-составов или просто собираете какую-нибудь русскую тиму, то в вашей команде просто обязан быть Артем Дзюба. Он свою 51 тысячу гпшек уж точно стоит. На своих экранах вы наблюдаете так, как я его прокачал, это вроде как относительно правильная прокачка этого форварда. Здесь такая же история, как и с АДЕми, потому что я хочу и могу посоветовать вам этого игрока, но прикол в том, что все предпочитают более раскрученных игроков и более топовые составы, поэтому Артем может понадобиться не всем. Но если вы поклонник, опять же, бич-составов, как я упоминал ранее, или просто пытаетесь найти какое-то разнообразие в составах в eFootball, то Артем вам очень даже подойдет. Не самый дорогой вариант и очень даже хороший за свою стоимость. Ну а на этом наш обзор подходит к концу. Я всех благодарю, кто посмотрел его, кто поддержал его комментариями
комментарием и своим лайком. Не забывайте их ставить, если вы все еще этого не сделали. И подписывайтесь на канал, если находитесь здесь впервые. У меня на сегодня все. Я всех благодарю за просмотр. Всем удачи и до скорых встреч, дорогие друзья.